Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Степан Путила, я лечащий врач престарелых диктаторов в уникальной психиатрической больнице, которая была построена крепкими хозяйственниками в далеком 94 году. У моих пациентов расстройство культа личности и искаженная картина реальности. Я буду искать способ их вылечить. Старый клен давно срублен, потому что он за Жеком не был закреплен. Добрый день. Что с вами такое? Степан, ты пионером был? Нет. Это наши призраки апокалипсиса. Саша, мы же договаривались или призраки прошлого, или всадники апокалипсиса. Какая разница? Главное, что 4. Я сейчас покажу. К вам посетители из женского крыла. Я вам напиток принесла газированный. Как Северный поток 1 или 2. Спасибо, Мария, что в этот раз безалкогольный. Да, Буратино называется. О, Серый, ты тоже тут? Я к тебе попозже зайду. Серый. Меня так в детстве называли. А сейчас как? Серый в яблоках. Вот про детство мы сегодня и будем говорить. Постараемся понять, как же вы стали такими, какие есть сейчас. Мы проведем сеанс групповой терапии и попробуем разобрать ваше детство. Почему вы обманываете людей, почему пытаетесь впихнуть им ту информацию, которая вам нужна, и почему вы готовы пойти даже на вранье, только бы сохранить власть. Давайте к Фрейду. Подумаем про детство, подумаем, что вы любили делать в детстве, какие у вас были игрушки. У меня зеркальце было. Я спрашивал, кто на свете всех сильнее, всех повыше, всех мудрее, всех переиграл, а оно мне всегда какого-то Вову показывало. Я и метался от Мавзолея до КВН. Может быть, поэтому мы мало знаем о вашем детстве, и только то, что вы нам о нем рассказывали. Может быть, ваше детство повлияло на ваше отношение к людям? Вы врали родителям, а теперь просто врете всем. Может быть, потому что вам врала целая страна, те, кому доверяли вы как себе, потому что так сказала партия и СССР. Это ведь травма, которую можно вылечить. А я думал, я стану художником. Интересно. Сидишь себе на своем стульчике, рисуешь себе 80% на выборах. Скучно, но занимательно. А я любил играть в прятки. Вот хорошая, добрая игра. Бывает, запустишь баллистическую ракету над городом, все прячутся, но ты никого не идешь искать. Интрига! Она сама всех найдет. Я часы из картошки любил делать. Сидишь на уроке, Физики? любом, сидишь, палочки в картошку вставляешь, время до звонка отсчитываешь. Я так после протестов любил делать. Привязывают человека к стулу. Вот от этого всего мы и пытаемся вылечиться. Намеренно или ненамеренно вы обманываете людей. То есть для того, чтобы вы оставались у власти, вы дезинформируете их. Пропаганда и дезинформация – лучший способ оставаться у руля. То есть жить вы не можете без двух вещей – власть и вранье, на котором она построена. Я помню целую империю, построенную на вранье. Я хотел бы это повторить, так сказать, в своем маленьком царстве-государстве. А досталось оно вам не в результате вранья? Что вы ощущаете, когда обманываете людей вот так? Становится сложнее. В СССР люди хотели быть обманутыми потому, что шли в коммунизм. Но так ведь и не дошли, должны же были что-то заподозрить. Нет, ведь, сохранив направление, просто поменяли название на развитой социализм. Люди хотели быть обманутыми. Нет, ну у Швеции получилось построить что-то похожее на развитой социализм без вранья и узурпаторства. А чего достигли в вашей империи лживы? Гагарин. То есть в том, что американцы были на Луне, вы сомневаетесь, а в том, что Гагарин первым полетел в космос, никто не должен сомневаться. Почему? Потому что я так сказал.
То есть люди не могли не задавать вопросов, но могли так отчаянно верить творцам империи, или же просто их запугали? Мне кажется, люди в СССР очень хотели, чтобы очередную проблему им объяснили чем-то хорошим, пусть и не всегда настоящим. Это объясняло им, почему они соглашаются на все тяготы и лишения ради высшей цели. А потом, после распада, они будто поняли, что никакой цели нет. А тут мы. А некоторые поняли, что никакой цели и не было, и вы за это людей не взлюбили? Но у нас цель была всегда — вернуть все назад. И людям так проще. Они снова с радостью принимают все. Ведь это все американцы гадят нам в подъездах, а не сосед. Ну и хорошо, что так. Ведь соседу нужно идти бить морду, а американцам нет. Вот поэтому вы же понимаете, почему вы тут находитесь. Вы же понимаете, где вы находитесь. В стране, оккупированной англосаксами, Сергей, как вы опять проникли в палату к старшим? Как вы все время тут оказываетесь? дипломатия не имеет границ. Мы всегда заявляли нашим партнерам. У вас нет партнеров, Сергей, никто не хочет с вами сближаться. У Наполеона тоже не было партнеров. Поэтому мы отселили его в другую палату. Идите к себе, у вас другие процедуры. Я не могу. Там Пригожин опять всех в ЧВК Вагнер набирает. Я лучше у вас посижу. Буратино попью. Почему он такой невкусный? А я солдатиков собирал. Мне даже воспитательница в садике говорила: «Вова, зачем ты все игрушки позабирал у всех? Кукол, оленей, Буратино и в военную форму переодел». А я ей отвечал: «Не всех, только 1%. Интересно, могло ли то, что ваше детство, да и ваше, Ким, началось в трудное время, в советское или не менее военно-лагерное, могло ли оно сделать вас такими, какими вы есть? Совок на то и совок, что сметает людей. Восточная мудрость. Так может в этом корень всей вашей истории? Советский Союз, который еще не вытравили ни из себя, ни из народа своей страны. Время, когда пропаганда брала свое. Нормальное время было. Все мы из этого времени пришли. Нам поэтому и верят. Покрутил колбасой по 3,20 и булками по 3 копейки, и все. 82% твои. Давно хотел спросить вас, а почему в том углу комнаты никто не живет? Там кровать такая красивая стоит. После того, как мы узнали, что там Запад, мы отгородились от этого угла, а Ким иногда туда ракеты кидает. Вот так действует ваша дезинформация. Вы сами в это верите. Может, вы сами себя убедили в том, что это так, выбрали себе врага и вперед? Вы же сами понимаете, что эти враги выдуманные. Для того, чтобы понять, обманываете ли вы себя, когда изобретаете пропаганду для других, я предлагаю вам поиграть в игру, называется «Правда-неправда». Я буду говорить вам фразу, а вы будете говорить, ваша она или нет, правда такое было или нет. Владимир, вы хотели дружить с НАТО и говорили, что Россия готова к этому, правда? Ни в коем случае. НАТО – наш враг. Они нас не любят. В ходе заседания мы постарались дать объективную оценку результатам нашей совместной работы в рамках Совета Россия-НАТО. Мы многого добились вместе и намерены продолжать активную совместную работу. Александр Григорьевич, вы говорили, что Россия берет вас за горло, и вы, в принципе, можете и без нее. Нет, мы братские народы не без разногласий, но не можем друг без друга. Ну зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость – это очень рентабельно. Ким, а вы говорили такое? 방역 전황을 역전시키는 데서 커다란 의의를 가지었습니다. 동무들의 본연의 임무이겠지만 희생을 각오하고서라도 Да, Что поменялось в вашем отношении? ничего. Сложно проверить. К тому же, все, у кого можно было проверить, не могут говорить. У живых тоже не очень проверишь, вы же никого из страны не выпускаете, Ким. То есть вы настолько заморочили голову своим людям, что, ну, во-первых, считаете их полностью своими, а во-вторых, что они готовы не пытаться убежать из своей клетки, из своей страны и идти на ваши условия, верить вам. Александр Григорьевич, когда у вас день рождения? Тут в анкете затерто и не видно. В один день с Николенькой.
Я его так люблю. Так в какой день? Между 30 и 31 августа. Я точно не помню. Маленький был. Кто, вы или Коленька? Оба мы родились маленькими, что характерно в СССР. Странно, я думал, ваш сын родился уже в свободной Беларуси. Откуда ей взяться в свободной Беларуси, когда у нее есть я? Владимир Владимирович, могло ли жестокое обращение родителей сказаться на становлении вас как жестокого человека? У меня нормальные родители. А почему вы тогда так мало о них рассказываете? Мой отец защищал Ленинград во время Великой Отечественной. Это мы это знаем, а что об отношениях с ним? Я не помню. Мне нужен адвокат. Адвокат со мной в палате сидит. Сергей, вы еще тут? Я буратино пью. Почему-то очень невкусный. Хорошо, я вижу, вы и сами считаете свой обман правдой. Тогда давайте с другой стороны попробуем. Случалось ли когда-то так, чтобы вы обещали людям что-то и не исполняли? Неправда. Я всегда исполняю. Ну да, мы знаем, Саш, но доктор имеет в виду другое. Вот я обещал жителям России процветание, и разве соврал? Я же не обещал не врать. Плесень тоже цветет. Я пообещал своим прогнать американцев и прогнал. Ух ты, вот молодец! Все прогнал. Доллары, Кока-Колу, бизнес, дипломатов. Они со мной теперь через Швейцарию разговаривают. Дипломатов я услышал. Нельзя так с дипломатами. Пока говорит дипломатия, пушки молчат. Пушкин? Мне на «Н»? Давайте представим ваше идеальное детство. Отлично, давайте теперь попробуем понять, что, обманывая свой народ, вы не делаете его счастливее. А пока народ несчастлив, у вас с ним по-доброму не получится. Давайте как-то пробовать прорабатывать детские травмы и избавляться от них. Ну почему этот буратино такой невкусный? Потому что я забрал весь газ. Да уж, тут еще работать и работать. Но никто не говорил, что будет легко. Хорошо, что люди становятся умнее, и пациентов в этой клинике больше не прибавляется.